Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю дизайнером в Halo уже больше года. Круто. А, Это мой первый доклад, и хотелось бы рассказать то, что мне очень нравится, скажем так, из раздела вообще по фигме. Figma вводит очень много новых фич, не стоит на месте, пыталась даже коллаборировать с Adobe, но я знаю, они там загрузли, ну, не суть. Сегодня у нас лекция о том, как строить многокомпонентные карточки Figma, что это такое и как оно все работает, я расскажу по ходу дела. Итак, поехали. Вводная лекция, вводная информация о том, что такое компоненты, все об этом знают, все об этом слышали, давно используют, но не факт, что на полную силу, поэтому пройдемся все равно с основ. То есть все знают, что компоненты – это, по сути, элементы, которые можно переиспользовать. То есть какой-то оригинальный компонент, ты оригинальный элемент, и с него делаешь компонент, и, по сути, делаешь его производные и пользуешься на полную мощь. То есть его производная называется instant, полноценный оригинальный элемент называется компонент. Зачем это надо, я думаю, все знают, но все же повторю. Благодаря этому можно в разы ускорить свою эффективность, скорость работы и, в общем, эффективно коллаборировать в команде с помощью компонентов, так как они дают доступ к многим фичам, в том числе не только для дизайнеров, но и для тех же девов, которые в свою очередь тоже могут делать компоненты только для себя. То есть в плане кода я имею в виду. И точно так же менеджерам, которым быстро надо, там, допустим, цвет поправить и все. То есть это работает так, что ты изменяешь что-то э, по сути в главном компоненте, и все меняется в инстансе. И точно так же можно поменять в инстансе, и причем свапнуть обратно на компонент. Но мы об этом позже поговорим. То есть, я думаю, так все знают, как оно работает, но повториться. И тут мы резко перепрыгиваем, скажем так, на атомарный дизайн, который, по сути, не связан с компонентами, но первый взгляд. Атомарный дизайн это определенная разбивка дизайн-системы на мелкие элементы. То есть, если раньше дизайн строился по принципу всех страниц, я объясню, что я имею в виду под этим выражением, то сейчас это строится по типу элементов. То есть, если раньше ты боялся, что там кто-то что тебя сломает, ну, в целом сейчас тоже, в принципе, страшно, но если ты раньше боялся, что тебе кто-то что-то сломает, то есть ты сделал всю страницу, и ты боялся там ее лишний раз кликнуть, чтобы что-то не поехало, то сейчас это, скажем так, этот страх уменьшился только по той причине, что у тебя есть возможность на данный момент пользоваться компонентами, которые, по сути, ну, ты сдвинешь, сломаешь, но ты все время можешь их возвратить вспять, скажем так. Если более развернуто, то атомарный дизайн – это методология создания дизайн-системы. То есть это подход к разделению системы на различные мелкие частички, с помощью которых собирается весь дизайн. В целом, атомарный дизайн имеет свою иерархию. Я думаю, много кто об этом слышал. Так называемая иерархия типа от маленького к большому, атомы, молекулы, организмы, шаблоны и страницы. То есть все это потихонечку с молекул ты собираешь все вместе и создаешь, по сути, скажем так, организм, из которого создаешь пример, какой-то шаблон, и то есть этот шаблон вполне полноценно можешь юзать как страницу. То есть я думаю, много кто об этом слышал, но я не буду вникать сейчас супер глубоко, потому что у нас тема о другом. Я просто хочу поверхностно пройтись, чтобы показать вам, к чему это все дело, то есть почему мы общаемся именно сейчас, на данный момент, про атомарный дизайн. То есть, типа, вот иллюстрация, если кто не знал, у нас есть самые маленькие частички, это атомы, типа они друг дружку собираются, получаются молекулы, потом организмы, то есть шаблоны и в целом страницы. То есть ничего сложного, по сути, это все, что нам в целом нужно знать в дальнейшем для построения многокомпонентных карточек и вообще компонентов вложенных. Так что можем просто двигаться дальше. Да, странно, типа, к чему. Если кто-то что-то пишет, я потом посмотрю. Если не пишет, может, напишет, я отвечу, то есть без проблем. На данный момент пока не отвлекаюсь на чат, то есть сорян. То есть к чему это атомарный дизайн к карточкам?
То есть раньше для того, чтобы показать, скажем так, вообще прототипировать страницу, либо элементарный дропдаун, нужно было делать тупо целую страницу. То есть у тебя разница между одной страницей и второй страницей сугубо дропдаун, который закрытый и открытый. Для того, чтобы показать, как это работает, тебе нужно было целую страницу дублировать, которая дает нагрузку в целом на систему, и вообще неудобно это делать, и ты должен прототипировать, соединять их и показывать сугубо один дропдаун. То есть это было супер некомфортно. И чтобы какие-то кнопки, ховеры показывать, тебе нужно было все ну, у меня где-то осталось когда-то скриншот, я вам, возможно, потом скину. И у меня миллион вот этих, скажем так, путей прототипирования для того, чтобы просто показать ховеры и переходы и так далее. То есть, типа, приходилось заниматься вот подобным делом довольно часто, и очень неудобно это было. Аж до тех пор, пока Figma не ввела варианты и интерактивные компоненты. То есть варианты это, по сути, компоненты, которые можно было изменять, добавлять новые варианты и переключаться между ними, а позже довольно, ну, они были в бете, и довольно быстро они ввели интерактивные компоненты. То есть интерактивные компоненты – это способность прототипировать сам компонент, не выходя из него. То есть, когда ты, например, взял два компонента, прототипировал их, два варианта, вернее, прототипировал их и просто перетянул на макет, по сути, у тебя есть копия, вот этот инстанс готовый, который уже работает как анимация, то есть как прототипирование, тебе нет необходимости, то есть, дублировать страницу и делать какие-то громоздкие движения, то есть уже было намного легче. То есть, по сути, это то, чем мы пользуемся на данный момент. И то есть надобность создавать кучу страниц уже отпала, это уже намного проще стало работать с этим. То есть, да, conclusion такой, что очень простое взаимодействие на данный момент с Figma, она все время старается улучшать, давать максимальную гибкость для того, чтобы ускорить работу, для того, чтобы дать возможность настраивать это максимально гибко и не мучиться над, по сути, рутинной работой. И вот на данный момент последнее обновление Figma сделало очень прикольную фичу, о которой я как раз сегодня и вам расскажу, и она еще упрощает работу. То есть, казалось бы, куда уже гибче, уже все поняли, как работает, круто, бомба, но по сути есть еще лучшая фича, которая называется Nested Components. По сути, это вложенные компоненты. Что такое Nested Components? Это я к чему приводил атомарный дизайн, потому что мне это очень напоминает атомарный дизайн. Это компоненты, которые строятся на принципе атомарного дизайна. И сейчас я сейчас немножко покажу, как оно все работает. По сути, Figma позволила вкладывать компоненты в компоненты. И что самое главное, ты не просто вкладываешь компоненты в компоненты, ты можешь ими управлять, отображать, скрывать, изменять и так далее. И по сути все это в рамках одного компонента. И я сейчас покажу, как это работает. Давайте перейдем. Я сейчас хочу убедиться, что все работает. Да, вроде все работает. Напишите плюсик, пожалуйста, если все работает. Или что-то напишите, чтобы я видел. Есть. Все супер. Спасибо. Так, давайте я приведу пример. Я зашел на Dribble, просто накидал рандомных карточек, которые я здесь увидел, что-то с продукта, что-то такое более визуальное. И для того, чтобы не занимать на данный момент время наше, я сделал по-быстрому, накидал просто карточки, ну, самостоятельно, по сути, просто скопипастил, просто имею в виду, то есть элементами, для того, чтобы не сидеть сейчас и не делать это, не тратить ваше время. Хочу привести пример на данный момент, чтобы вы понимали, о чем я говорю в плане гибкости, включения, изменения вложенных компонентов, как оно все работает, и потом перейдем уже больше к практике. Вот эта карточка, которую я создавал, одна из карточек, которую я создавал в текущем проекте, на котором я в данный момент работаю. Спойлерить не сам. Я бы с удовольствием зашел бы, показал, как оно все работает, по сути,
на разбивках, на разных компонентах, но, к сожалению, NDA не позволяет мне это сделать, поэтому я покажу вам, я тут чуть-чуть изменил буквально немножко дату, потому что из этого вы ничего не поймете, и клиент будет рад. По сути, у нас есть такая карточка, у которой есть различные типы данных вообще. Ну, то есть, типа, по сути, дефолтная карточка с каким-то тегом, избранным, там, ценой, ну, хедером, то есть все стандартное. Прошу обратить внимание на вот этот экран. Здесь у нас, во-первых, это instance карточка, это сразу видно. Так, сейчас посмотрю. Да, работает. Здесь видно, то есть и у нас есть куча всяких настроек одной карточки. То есть у тебя нет кучи компонентов на данный момент здесь, но даже судить то, что этот инстанс взят вообще с рандом, ну, по сути, с другого файла, потому что на данный момент я сижу не в этом файле. То есть у нас здесь куча настроечек. То есть мы можем ховернуть, при ховере у нас появляется вот такая обводочка. Мы можем изменить цену пула вот здесь, и она поменяется автоматически. То, что здесь оно не работает в плане автолейаута, это уже мои проблемы. То есть здесь мы можем поменять название вообще пула вот так вот. Отключить тег, добавить тег. Здесь можно поменять различные статусы, если вы их настроите. То есть можно вообще сделать это номером. Здесь можно поменять иконку на любую другую. То есть активную, неактивную. Тут размера нет. Можно поменять статусы различные. Вплоть до того, что можно менять кнопочки, то есть нижнюю часть, размер кнопочек. Давай primary пусть будет. То есть максимально кастомизировать то, что по сути находится в одной карточке. Это супер круто, это Figma, за это большой респект. То есть, и на самом деле это очень интересно, когда у тебя есть возможность, и это на самом деле очень гибко. То есть сейчас я вам покажу, как это все работает, и я надеюсь, что дальше вы будете этим пользоваться, потому что есть такой грешок, что для того, чтобы это настроить, надо просто сесть и настроить. Не всегда, во-первых, не каждый проект это позволяет, во-вторых, не всегда этим хочется заниматься, потому что, по сути, это занимает немало времени, но один раз. То есть, и чем больше вы это делаете, тем быстрее у вас это получается. И, по сути, все, что вам нужно, это собрать нужные элементы воедино и просто сделать вот такую настроечку один раз. И далее вам будет намного проще с этим ориентироваться, особенно если у вас куча различных карточек и куча различных статусов. И, по сути, получается, дев просто мучается, когда это не забито в компоненты, и ему приходится это заново прописывать, а так это максимально круто. Ну что, поехали. Давайте начнем, я не знаю, откуда. Начнем, ну, давайте с вот этой карточки, пусть будет. Или с вот этой карточки. Давайте с вот этой, раз я тут уже что-то делал. В чем принцип? Смотрите, мы применяем здесь принцип томарного дизайна, то есть максимально разбиваем все на мелкие части в зависимости от того, насколько это вам нужно. То есть если вам нужно кастомизировать максимально карточку, то есть чтобы ты прям все мог менять, все, что только возможно, да, просто это чаще всего в этом нет необходимости. То есть давайте я возьму этот реф, где он, вот, чтобы проще было. К чему я это говорю? Потому что если у вас нет необходимости изменять прям все, то в этом нет смысла в плане построения компонентов, и нет смысла мучиться настолько, или, вернее, тратить на это время. Вот у нас, например, есть карточка. Давайте сделаем так, чтобы можно было, по сути, менять все, потому что здесь довольно простая структура.
Во-первых, если вы еще не работаете до конца хорошо с автолейаутом, я рекомендую это сделать, потому что это упростит вам построение и упростит видоизменения в дальнейшем. Вот так кликать по карточкам справа здесь и все настраивать. С чего начинаем? Начинаем с того, что находим самые маленькие элементы, которые возможно кастомизировать. Вот я начал, например, с табара вот этого тапсов переключения, потому что здесь можно показать на примере. То есть, что здесь самый маленький элемент у нас, вернее, конечный элемент. Конечный элемент – это, по сути, текст. Из текста мы делаем автолейаут, с автолейаута делаем различные варианты, и потом просто заливаем это все в вот такой строку. И все. То есть с чего начинаем? Берем текст, самый простой элемент, скажем так, нашу молекулу нашу. Превращаем в автолейаут здесь, даем ей и даем какое-то имя, пусть будет это дефолтный, это активный stage, все правильно. Здесь у нас превращаем это все в компонент, то есть у нас два варианта. Самый простой текст и тот же автолейаут, только уже немножко с гранями и с цветом. Советую называть все сразу, и в том числе и property. Property – это свойства, потому что в дальнейшем, когда здесь справа будет куча всего, вам нужно понимать, что за что отвечает, и, соответственно, лучше будет, если вы, конечно, себя обезопасите и подготовитесь. То есть давайте назовем это tab. Tab. И здесь property назовем state, чтобы мы понимали. Так, все. Теперь берем вот эту штучку и тянем вот сюда. То есть я уже это сделал, и по сути у нас здесь получается те же наши, скажем так, автолейауты уже здесь. То есть они здесь инстансами. И здесь все бомба. У нас есть строка. Берем строку и превращаем точно так же в компонент. Теперь у нас есть два компонента. Вроде пока ничего сверхъестественного. Вроде все просто, все нормально. Я тоже так думаю. Ничего сложного. Так, давайте все-таки сделаем вот так. Вот так. У нас фиксированная величина. Почему? Потому что можем потом поставить в автолейаут и сделать fill. Здесь у нас проваливаемся вовнутрь. Вместо hack ставим fill контейнер. И здесь теперь мы можем максимально управлять нашими строками. Как видите, везде all, но нам надо сделать, чтобы было и income, и expenses. То есть это не проблема. Здесь мы, по сути, заходим в наш компонент вот сюда, нажимаем здесь Content и выбираем Tab. Мы можем просто выбрать Tab. Нажимаем Create Property. И точно что мы сделали? Мы сделали свойство компонента, свойство текста. Для чего это делается? Для того, чтобы в дальнейшем здесь в правой стороне ты мог спокойно менять название кнопки, не проваливаясь в миллионы компонентов, которые уже были созданы. Точно так же мы делаем для всех вариантов, которые у нас здесь есть. То есть привязываем их к созданному табу. Все, по сути мы привязали, и теперь у нас есть возможность, вот видите, вот есть таб, у нас есть возможность это изменять. Как это сделать? Вот у нас есть строка. На самом деле, весь nested component заключается в том, чтобы ты добавил свойства. Давайте добавим свойства. Нажимаем здесь Properties. У нас здесь, я думаю, много кто уже видел, уже все давно есть заюзанное. Вы можете создать instance swap, об этом потом. Короче, куча фич, но у нас самое, что нас интересует, это nested instances. Что это означает? Это означает, что он сейчас при клике подтянет
все настройки из прошлого, даже не с прошлого, с любого компонента, который в нем лежит, себе. То есть вы можете выбрать Tab, Tab, Tab и закрываете. Теперь, когда вы делаете инстанс вот этого дела, вы можете здесь выключать, делать неактивным и менять, соответственно, название, то, на которое вам нужно, без проваливания. Вот так вот кликать сюда, потом сюда. То есть, типа, просто сразу сходу вы тут можете менять название на те, которые вам нужны, по сути. Можете вот так, но когда у вас, типа, карточка в карточке, это супер неудобно. Но справа можно сделать, по сути, все. Возвращаемся сюда, включаем, например, Active All, первый. Все, у нас готовая, по сути, у нас вот эта готовая штука. И по такому принципу, от маленького к большему, строится, по сути, вся вот эта иерархия Nested Components и все карточки. То есть, давайте мы здесь наведем порядок. Сколько тут? 18, давайте 18. И сейчас мы пробуем запилить по-быстренькому всю карточку, а остальные я вам оставлю чисто на домашнее задание, скажем так. Если вам интересно, я просто файлик вам скину, вы покликаете. И по сути, сейчас мы можем работать просто в нашем обычном режиме, как все привыкли работать. Просто соединяем все автолейаутами и работаем. А далее, сейчас мы быстренько еще вот эту плашечку сделаем. Я хочу убедиться, что все работает, что все поняли. Главное называть все правильно, чтобы понимать, что, что к чему, куда. Так. По сути, кстати, можно супер управлять этим. Я сейчас чуть позже покажу, как. Так, тут соединяем и просто пишем numbers. И тут пишем текст. Так, поставим чуть поближе. Здесь тоже напишем stroke. Кстати, кто еще не юзает, кто не видел, в Figmation можно наконец-то обрезать лишний текст вплоть до грани. Это супер удобно. То есть сюда тыкаете и все. Кстати, потом каждый текст, который вы, к примеру, дальше будете создавать, он уже автоматически будет обрезаться, потому что у вас включена вот эта функция. Это супер удобно. То есть вообще круто. Спасибо большое. Давно было пора это сделать. Так, у нас есть некий автолейаут. Мы соединяем это все вот так. Я прошу прощения, что я не соединил это до того, как я начал стрим, но я хотел, чтобы вы вообще поняли, как оно все работает, как оно происходит. То есть на живом примере, прямо вот как сидим и тыкаем называется. И здесь у нас, по сути, дивайдер. Дивайдер мы можем, так как здесь не стандартный дивайдер, вот так вот сделан. То есть его можно, по сути, поставить вот так. Поставить. Если это дефолтный дивайдер, мы можем просто снизу поставить в строку, сделать больше, поставить строку внизу, и все. Вот вам дивайдер. Ну, оставим пока так. И давайте определимся теперь с карточкой, то есть как она будет работать. Я обычно строю сначала автолейаут полностью, например, вот такой строки. Если я вижу, что у меня много строк, но по сути визуал чуть отличается, и все, некие элементы, которые нужно свапнуть. Но структура одна, я использую сугубо сначала автолейаут, я все загоняю в автолейаут, делаю себе вид карточки, которые меня интересуют, а дальше я начинаю разбивку вот на вот эти элементы, для того, чтобы мне нужно, то есть видеть структуру, как она будет, и потом, когда по структуре я понимаю, что с чем связано и каким лучшим образом это сделать, и дальше уже начинаю строить элементы.
Так, давайте начнем. С чего бы я начал? Да, наверное, с вот этих самых маленьких. То есть тут у нас можно сделать прям вот эту штуку автолейаутом. Да, вот эту всю, наверное, можно сделать даже автолейаутом. То есть все зависит от того, какая гибкость нам нужна. Давайте ее выведем отдельно. Сейчас посмотрим, что у нас тут можно сделать. Тут так, это icon будет right или arrow right. Для того, чтобы понимать, потом, когда мы захотим свапнуть, потому что здесь есть в другую сторону штучечка, то мы можем это дело сделать. Так, давайте быстренько пройдемся. Div. Так, у нас есть текст, у нас есть вот это, у нас есть numbers. То есть вот это тоже можем разбить на еще мелкую часть, скажем так. К чему это делается? К тому, что, например, вот эти numbers можно будет потом заменить на какую-то другую иконку, либо увеличить их количество. То есть с этого сделаем компонент, и с этого сделаем компонент. А можем на самом деле даже взять, например, вот это слово и с него сделать компонент для того, чтобы, например, загнать его в AutoLayout, сделать с него компонент и потом, ну, короче, работать с ними, везде будет все увеличиваться. Мы можем к этому не прибегать, я думаю, вы поняли, как оно работает, потому что я просто хочу сэкономить время на данном моменте на стриме, поэтому я думаю, мы не будем это делать, но в будущем, то есть это без проблем возможно работать. Кстати, кто не знал, прикольная фича, если вы, например, выделяете вот этот текст, нажимаете Auto Layout, он вам сразу ставит по 10 здесь грани. Иногда это неудобно, он чуть временно ломает вам автолейаут, в котором находится, например, вот это слово. То есть, если вам это не нужно, вы нажимаете Command или Ctrl-J, и, то есть, группируете. И потом Shift-A делаете автолейаут уже без вот этих границ. То есть, удобно. Это так, лайфхук. То есть, у нас есть вот эта штучка. Мы берем, проваливаемся в карточку и тут нажимаем Paid и делаем ему Property. И здесь можно назвать Create Property Card. Это делается для того, чтобы мы меняли карту с Visa на MasterCard просто здесь в правом этом. Numbers мы провалимся и можем написать last four, последние 4. И здесь у нас просто можно назвать symbols. Теперь это все дело, скажем так, пихаем сюда. Старое удаляем. Оно тут находится. Так. Вот так вот. Старое удаляем. Вот это тоже. И вот это сюда. Старое удаляем. Так, уже есть, уже хорошо. Дальше у нас есть иконочка. Ее тоже желательно загнать в компонент и к этой иконке добавить те иконки, которые мы желаем видеть еще при свапе. То есть у нас есть на данный момент две иконки, одна в одну сторону, другая в другую, влево и вправо. Мы сделаем влево и вправо, нажимаем left, вторую, чтобы не запутаться. Сделаем из них не маску, а компонент C, то есть компоненты уже с готовыми вариантами. Это у нас будет просто right. А это будет просто left. Для удобства. Property можем назвать type, тип иконки. И сам это назовем icon. Все, теперь у нас есть иконочка, мы ее тянем. Супер. И ставим сюда. Эту мы удаляем. По сути, у нас получилось все точно так же, только у нас тут куча всего. То есть этот текст, кстати, если он будет супер меняться, либо нам надо, вы хотите изменить текст не здесь, к примеру, а хотите просто сразу выбрать дропдауном
то, что вам нужно, вы можете здесь тоже сделать, по сути, компонент. Тут поменять значение уже и просто их использовать, если вам, например, если у вас нет, то есть у вас кроме Visa, MasterCard, к примеру, ничего не меняется, то есть Pay остается, вы можете спокойно сделать здесь автолейаут, компонент, написать здесь MasterCard, использовать его потом здесь, просто меняя, в дропдауне меняя просто значение, и все. То есть мы это делать не будем, потому что у нас тут больше, нам нужно больше гибкости, поэтому мы будем отдельно для каждого менять. Загоняем строку в компонент и тянем строку вот сюда, где у нас тут она лежит. Все, это мы бахаем. И теперь это можно переводить тоже в компонент. Вытягиваем его. У нас тут, кстати, собралась уже такая кучка, надо все структурировать, вернее, поярче. Так, чтобы не запутаться. Это все мы заводим тоже в компонент. Да, компонентов много, к этому я и говорю, что надо будет посидеть и помучиться в плане, просто потратить время на то, чтобы это все настроить. Но это того стоит. Я просто пишу name. Так. И шпук. Мы это, по сути, ставим сюда. Это убираем. Точно так же и с этим, с иконочкой. Пусть будет аватар. Используем какие-то любые, скажем так, плагины, которые помогут вам в работе. Давайте возьмем даже Unsplash. Пусть будет вот это. Чисто. И вот это. Ну, нормально по цвету более-менее подходит. Загоняйте ее тоже. Вы можете сделать здесь что-то другое. Так. Пусть будет слаг. Искал одно, нашел другое. Вот. И точно так же загнать это в Components. Здесь назвать Apple. Здесь даже можно сделать не так. Давайте сделаем интерактивчик такой, чуть разнообразим. Когда вы называете, у вас есть два компонента, вы называете, по сути, если у вас есть два компонента, которые вы можете ответить на вопрос да или нет, то есть сделайте, вот, например, вот так. Я хочу чуть-чуть разнообразить нашу панель, которая здесь будет, и я хочу сделать переключатель. Figma делает переключатель для ответов да или нет. Что это значит? Он делает switch. Я задаю вопрос, у меня есть компонент, я задаю вопрос, это Apple или нет? То есть вместо property названия я пишу is it Apple, то есть это компания Apple. Если там, где компания Apple, вы пишете yes, там, где yes, там, где компания не Apple, вы пишете no. В чем прикол? Прикол в том, что когда вы делаете instance, у вас вот такой switch, который, по сути, легко переключается. И это удобно, он не занимает много места, не надо с дропдауна выбирать всего две позиции, просто делаете switch и все. То есть супер. Так. И вот это тоже делал сюда. Перетягиваем instance. Так. По сути, почти все готово. Обязательно теперь вам нужно пройтись по вот этим делам. Тут все понятно. Компоненты, которые собирают в себе другие компоненты, вам необходимо пройтись и сделать из них nested. Обязательно. Тогда у вас будет все работать. Бывает, я сам забываю, упускаю какой-то момент. То есть nested stroke. Супер. Видите, вот в строке еще есть куча названий. И теперь у нас есть
left part, мы с него тоже делаем компонент. Вот так вот. И добавляем здесь nested, добавляем еще аватар и все то, что мы добавили ранее. Теперь мы возвращаем это обратно. И из этой строки мы уже можем тоже сделать компонент. Сейчас мы чуть это все дело подвинем для удобства. И по сути у нас почти все готово. Мы нажимаем компонент, делаем из вот этого прайса точно так же content, пишем price и делаем вариант, который, вернее, фичу, которую можно потом изменять. Не забывайте привязывать также все слои, если вам в будущем, конечно же, понадобится, господи, responsive design, обязательно надо учитывать все эти дела. К примеру, здесь текст у нас с правой стороны, если вы будете писать что справа, чтобы оно не сломалось, вам нужно поставить текст справа и так далее. То есть, из этого тоже делаем nested, добавляем все ранее добавленное и по сути все берем, тянем вот этот, создаем инстанс, и у нас уже есть настройки. Настройки на самом деле крутые, то есть мы можем добавить даже вместо 2 звездочек 3. Это прикольно. То, что нам не надо, мы уже удаляем. Можем менять цену спокойно, то есть разные продукты стоят разных цен. Вернее, это у нас транзакции. Вот так. Можем, кстати, зафиксировать длину, и тогда оно должно работать получше, кстати, насколько я понимаю. Да, супер. Так, теперь это все дело перетягиваем сюда. На место вот этого. Вот это, кстати, тоже можно сделать компонентом для того, чтобы менять хедер. У нас здесь получается строка и вот эта штука. Делаем компонент, заходим, нажимаем на history, тыкаем по контенту и пишем header, двоеточие, и create company. Все. По сути, кстати, здесь у нас можно, например, оффать что-то. То есть давайте сделаем еще, к примеру, вот эту строку мы не хотим видеть. Вот numbers, мы не хотим это видеть. То есть смотрим, где у нас numbers. Вот здесь в строке они. Выбираем numbers. Нажимаем там, где layer. То есть идем в компонент, где лежит наш numbers. Это на данный момент это строк. Нажимаем на layer. Это можно было сделать раньше, я просто решил позже к этому вернуться. И show numbers может. Или можно просто сократить show numb для того, чтобы чуть-чуть тут место сократить. Нажимаем create property. И теперь у нас получается нужно добавить. Или оно везде добавится, я сам не помню, сейчас посмотрим. Да, если вы добавили один раз, по сути, оно подтягивает каждое здесь изменение nested components. То есть мы можем просто выключить это отображение. То есть, конечно, естественно, тут надо поиграться с auto-layout далее. То есть, по сути, constraints задать. Вот я уже сам сейчас сломаюсь. Потому что он будет вам... Вот так, наверное. То есть, если мы сейчас офнем, у нас здесь уже появилась куча настроек. Да, все супер. Главное в них теперь не запутаться. И теперь мы можем это все дело просто загнать в auto-layout, сделать, например, rows, то есть строки, и сдублировать. И теперь мы тут можем менять уже то, что нам нужно, то, что нас интересует, скажем так. То есть у нас здесь, допустим, отступ 32 будет. Тоже загоняем в layout, делаем название content. И здесь у нас отступ по 18.
сделаем вот так. Сделаем тут по 18. Это поставим в центр и даже вот так. И по сути все. То есть теперь мы можем из этой карточки сделать компонент. И вот у нас готовая карточка, в которой не забудьте в компоненте здесь нажать plus и добавить все, что мы тут понастраивали. И теперь в этой карточке можно изменять абсолютно все, что вы настроили до этого. То есть супер. Причем, как вы видите, для каждой строки, каждая настройка для каждой строки. То есть здесь это Apple и здесь это Apple. То есть, единственное, что, я же говорю, называйте так, чтобы вы поняли, потому что, например, здесь на самом деле можно легко запутаться, так как нет никакого разделителя между строками, то есть между элементами, которые здесь отображены. То есть для первой строки, например, сделать разделитель, для второй строки сделать разделитель, но тут, тут так достаточно разделитель, поэтому можем изменять максимально все. Все, что мы настроили. Вплоть, например, вот эти символы можно сделать минус либо плюс доллар, то есть тоже добавить вариативность. Например, у нас здесь есть приход денег и есть минус денег. Как это сделать? Вот берем вот эту штучку, можем еще даже на стадии того, что мы уже кучу всего построили, то есть перекрашиваем его в зелененький, пил, все, супер. Делаем из этого дела компонент set, property называем money type, к примеру. Много, кстати, длинное название, но пойдет. Это будет у нас пусть будет minus. Это будет у нас plus. Все, это будет money. И теперь вот эту штуку мы тянем, делаем instance и ставим вот сюда вместо обычной нашей суммы. Обычную сумму удаляем. Идем в row, в nested instances и включаем сюда money. Не забудьте, кстати, добавить, подвязать price. Он тут спрашивает, price пропал. Вы говорите добавить, если price пропал, и он сам добавляет. То есть мы тут подвязали текст, который можно изменять, и после того, как мы сделали компонент, по сути, поломалась эта связка, надо было дальше подвязать как-то. Тут проверяем для того, чтобы у нас опять в nested все было. То есть добавляем плюсик, nested и смотрим, чтобы money были. Money есть. Все, супер. Теперь идем сюда. У нас тут money. Вот есть минус, есть plus. И он меняет все. Единственное, что вам нужно сменить, конечно же, это плюс. И все. То есть, по сути, можно вообще сделать вот так. Ага, все верно. Тогда он все правильно. Он дает выбор вам. То есть, если у вас вот эта привязка есть, price, то он сменит только цвет, а все, что внутри, вы будете менять самостоятельно. Можно сделать вообще, давайте покажу еще последнюю фичу и будем закругляться, потому что мы и так уже долго просидели здесь. Это скучновато, но это работает. Так, давайте сделаем, вот возьмем вот этот price, добавим его в auto layout, назовем его просто price. Теперь сдублируем. Вот эту штуку мы удалим. Вот эту штуку мы удалим. Теперь сделаем тут расстояние 0. И
Давайте быстро расскажу, потому что я увлекся, и я могу еще лучше кастомизировать. Смотрите, мы можем сделать два разных элемента. Вот этот элемент вообще сделать точно так же, только сделать с плюсом, и его загнать в компонент, этот компонент добавить сюда, и загнать это в компонент, и потом добавить нашу строку. И по сути у нас ты сможешь изменять плюс или минус самого символа и отдельно самой суммы. То есть максимально кастомизировать все, что ты можешь кастомизировать. То есть я говорю, молекулы, дойдя до молекул, ты можешь управлять ими как угодно. То есть, по сути, у нас получается вот такая крутая карточка, где ты можешь еще добавлять, то есть различных строк, и они здесь будут тоже точно так же отображаться вплоть до прайса и так далее. Единственное, не забыть тут дивайдер, чтобы все было красиво. В целом, вот так оно все работает. То есть, по сути, Nested Companies — это вложенные компоненты, которые тебе помогают максимально гибко все управлять всем, все разлаживать вплоть до молекул, как мы говорили, и очень всё круто, комфортно, и на самом деле, как вы увидели, не тяжело. Единственное, что нужно не забывать добавлять Nested Companies в каждом компоненте, и он в целом потом подтянется. И называть так все адекватно, чтобы вы потом разбирались, где что находится, потому что иногда, как видите, здесь сложновато, но кастомизация максимальна. То есть на это надо потратить время, но... Так, я быстренько прочту комментарии и будем закругляться, потому что я и так много времени потратил. Сколько там вариантов? Материнский компонент, если ты имеешь в виду вот этот, то тут можно, кстати, добавить еще один вариант вот здесь, например. И здесь, например, добавить ему обводку, назвать его hover. Вот здесь в property будет hover, property изменить на hover или нет. И, по сути, переключаться между этим. То есть default hover. То есть супер. То есть сам материнский можно. Компонент в цьому файлі з посиланням на основний документ, якщо скопіювати материнський з цього файлу і ставити можливість переходу на ваш проєкт не має бути. Наверное, да. Но сейчас потестим. Я на самом деле в этом вопросе хизе. То есть, если у меня есть права, да, у меня есть права, то он откроет. Мы это смотреть не будем. Так, если я что-то неправильно понял, потом компонент приклад цьому. Ну да, я все правильно понял. Не за що, ребята. Окрім візи, в майбутньому буде ще 20 різних варіантів. Чи є сенс вводити всі ці 20 різних варіантів в налаштувании компоненту? Смотри, в зависимости от того, какие варианты будут. Если это будет просто название, как здесь, например, Visa, MasterCard, то смысла нет. Ты вводишь это один раз, и далее ты здесь, у меня фильм не хочет показать, ага, ты здесь, в этой карточке, например, просто пишешь Visa Maestro, и он тебя просто меняет. Здесь ниже ты пишешь вместо Visa MasterCard, и все. То есть если у тебя вот это, смысла нет. Даже если у тебя оно как-то отличается. Например, вот здесь вот есть connected, есть pause, здесь у нас в example есть pause, то есть тут может быть хоть 20 штук. По сути, у тебя тег один, у тебя просто тег один, ты просто свап делаешь. Да, ты можешь, кстати, сделать для быстрого свапа, ты можешь сделать весь этот тег отдельно, поменять тут цвет, по сути, как у нас, например, на вот этой карточке, как строится, вот здесь. У нас здесь, по сути, просто одни и те же слова для того, чтобы быстро можно было менять то, что тебе нужно, даже не в своем цвете. И все. То есть ты можешь тут сделать 20 штук таких, назвать их один раз. Даже можешь не называть, а просто сменить цвет для каждой штуки, если тебе нужно сменить цвет. И везде оставить connected, привязать price, текст здесь, как мы делали, текст connected, привязать в каждом слое. И потом просто в каждой строке ты можешь под себя назвать так, как тебе нужно. То есть все зависит от того, насколько тебе надо. То есть это не обязательно должно быть 20 штук, то есть можно один раз, если это текстом, и все, просто текст менять потом.
Space Between. Да, Space Between, я потом доперел, спасибо. А, и я рад, что кому-то это пригодится и кому-то это стало полезным. В целом, я надеюсь, что кто-то еще посмотрит и заинтересуется, потому что это действительно интересная тема. Пусть и скучноватая, но как есть. Не за что. Если есть еще какие-то вопросы, либо еще любое, пожалуйста, я буду рад ответить, показать, сказать. Конечно, этот файлик я вам оставлю, можете потыкать. На самом деле тут тыкать нечего, но единственное, что в соло все не переделывай, это можно потыкать, да. А так, да. То есть как-то так. Если вопросиков больше нет, то будем завершаться. Супер. І вам вельми дякую. Я рад, что смог чем-то помочь, как-то продемонстрировать хотя бы что-то полезное. Тогда все. Спасибо всем большое за внимание еще раз. Всем хорошего дня. И дерзайте, у вас все получится. Фигма вам помогает, и я чем смогу, тоже помогу. Все. Всем пока. На связи.